Жанр хоррор-игр неуклонно развивается с момента своего появления, потому что нет такого жанра, который мог бы заставить вас почувствовать себя живым, так как это делают хорроры. Хоррор-игры постоянно привлекают огромное количество поклонников из игровой индустрии, и сегодня мы с вами рассмотрим десятку новых хоррор-игр. А перед началом данного ролика я напоминаю, ты можешь подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий. Начинаем! Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Supernormal — это атмосферный хоррор, вдохновленный игрой Ellison Road. Игрокам предстоит взять на себя роль главного героя, детектива Уайта, который пытается раскрыть исчезновение девушки. Для этого вам необходимо будет исследовать мрачный особняк. Кстати, в этой игре можно будет общаться с призраками, используя микрофон. В игре две концовки, и она не очень большая. Это примерно около 2 часов геймплея. Is anyone here? Are you friendly? Can you help me? More pills. Paranormal Tales. Игра представляет собой сборник страшных историй с паранормальными явлениями. Они подаются в виде уровней, в которых персонаж снимает все на камеру. Таким образом, в ходе прохождения игроки смогут узнать, что же произошло с людьми, оказавшимися жертвами сверхъестественного зла. God, no. Still Wakes the Deep. Здесь игрокам необходимо будет взять на себя роль работника морской буровой платформы, которая терпит катастрофу в водах Шотландии. Вам необходимо будет найти и спасти всех членов команды. Параллельно вы будете исследовать помещение, а также решать различные головоломки.
Айла. Действие игры происходит в 2035 году, когда виртуальная реальность стала главной угрозой для человечества. Разработчики обещают решить с помощью Айла очень актуальную для нашего времени проблему. Это взаимодействие между людьми и искусственным интеллектом. И то, как эти отношения могут повлиять на нашу жизнь. То есть, по сути, основной сюжет игры Айла завязан на том, что искусственный интеллект сошел с ума. Негатив атмосфер. Научно-фантастический экшен с видом от третьего лица. Игроки возьмут на себя роль военного врача по имени Сэмюэль Эдвардс. Вам предстоит изучать грузовой корабль, экипаж которого превратился в монстров. Конечно же, необходимо будет выжить и разобраться, что же произошло на корабле. Toxic atmospheric pollutant detected. Please evacuate sector and inform maintenance personnel. Shit. Sierra! Close the elevator doors now! Silent Hill F разрабатывается гонконгской студией Neobard Entertainment по лицензии японской компании Konami. Представляет собой продолжение основной линейки игр серии после Silent Hill Downpour, вышедшей в марте 2012 года. На данный момент известно только, что игра выйдет в 2024 году. О сюжете же известно, что действие игры будет разворачиваться в Японии 60-х годов, а мир игры описывается разработчиками как прекрасный, но ужасающий. Ну, в принципе, да, судя по картинке, должно получиться неплохо.
Pneumata. Игра в жанре выживания и психологического хоррора, в которой вы окажетесь в роли детектива, расследующего серию жестоких убийств в апартаментах Клавер-Хилл. В Pneumata вы будете не только искать улики и решать головоломки, но и, конечно же, бороться за свою жизнь. В игре есть разные виды оружия и предметов, которые помогут вам выжить в опасных ситуациях. Но здесь стоит сказать, что ресурсы сильно ограничены, а враги немножечко с ебанцой и не очень предсказуемы, поэтому немножечко придется попыхтеть. Здесь не обязательно сражаться с врагами, их можно попытаться отвлечь или каким-то образом обойти. Ну, конечно, уже если не получится, то придется встретиться лицом к лицу. Can you hear them? Inside the walls. Memories, they come and go as they please. I'll die in these woods. My best shot here is finding a way to call for help. Nascence – приключенческий атмосферный экшен-хоррор с видом от первого лица. Сюжет игры повествует о профессиональном фотографе Томасе, который отправляется в заброшенный туристический городок. Данный городок находится под властью некого культа, который поклоняется праху убитой ведьмы. Поэтому нашему главному герою предстоит раскрыть очень много интересных тайн. Tormented Souls 2. Это продолжение олдскульного хоррора на выживание Tormented Souls от чилийской студии Dual Effect. Знакомая по первой части Каролина Уокер после событий в клинике Уайлдбергер хочет вернуться к нормальной жизни с младшей сестрой Анной. Однако сестру поражает странная болезнь: кашель с кровью, потеря сознания, почернение глаз. Короче, видимо, съела что-то не то. Но сестра решает обратиться за помощью к сверхъестественным силам и оказывается в какой-то жопе мира в Пуэрто-Миллере, уединенном южноамериканском городе с каким-то страшным пугающим прошлым. Игрокам здесь предстоит исследовать коридоры страшных зловещих монастырей и различных других кошмарных мест. Параллельно необходимо будет сражаться с чудовищными монстрами, используя лишь подручные средства, которые, кстати, будут очень сильно ограничены. Посттравма. Приключенческий экшен с видом от третьего лица и элементами хоррора, вдохновленный серией Silent Hill. Главным героем выступит 50-летний мужчина по имени Роман, который внезапно оказывается в каком-то странном месте, откуда он должен найти путь домой. По мере прохождения вам предстоит решать головоломки, загадки и исследовать окружение, а также избегать, или убивать существ, с которыми вы встретитесь по пути. Но здесь следует не забывать, что не все существа могут быть враждебными. Just do what I say, Roman. Испугались? Обосрался. Что сделали? Обосрался.